Всем большой привет! Меня зовут Ирина. Добро пожаловать на мой канал о йоге. Сегодняшнее наше занятие будет посвящено нашему тазу, той зоне, которая берет на себя огромную ответственность и огромную нагрузку во время беременности и во время родов. Сегодня мы постараемся улучшить мобильность тазобедренных суставов, улучшить эластичность мышц этой зоны и улучшить кровообращение органов малого таза. Встаем с вами на комфортную ширину, приподнимаем правую ногу вверх, бедро параллельно полу и вращаем правой стопой, разогреваем правый голеностопный сустав. Вращаем стопой, стараясь всегда захватывать максимальную амплитуду и в другую сторону, так, чтобы хорошо промазать, хорошо разогреть сустав. И стараемся сохранять бедро неподвижным, вращаем только голенью. Бедро, конечно, будет двигаться, основная работа будет идти именно в тазобедренном суставе, но мы стараемся, насколько возможно, задействовать коленный. И в другую сторону. Левой стопой толкаемся от пола, макушкой тянемся вверх и вращаем правым бедром по максимальной амплитуде, уводя бедро внутрь и уводя бедро сильно наружу. Если теряется баланс, придерживайтесь рукой за стену или за какую-либо опору. И в другую сторону вращаем правое бедро внутрь. Во время беременности сменяется центр тяжести, поэтому то, что раньше удавалось легко, сейчас может вызывать затруднения. Меняем сторону, стряхиваем напряжение с опорной ноги, приподнимаем левое бедро и вращаем левой стопой по кругу в одну сторону и в другую сторону. Разогреваем левый голеностоп. Вращаем левой голенью по кругу в одну сторону. Разогреваем левое колено. И в другую сторону. Толкаемся правой стопой от пола, макушкой тянемся вверх. И вращаем левое бедро, стараясь хорошо разогреть, хорошо промазать левый тазобедренный сустав. В одну сторону и в другую сторону. Отлично, опускаем ногу, стряхиваем напряжение с опорной ноги. Мы с вами делаем движение тазом, наклоняем таз вперед и наклоняем таз назад. Вперед и назад. Подвздошные кости обращаем вперед, седалищные назад и наоборот. И сохраняя это движение наклона таза вперед и назад, мы начинаем вращать тазом по кругу в одну сторону, также двигая и по кругу, и в наклон. И в другую сторону. Сохраняя наклон таза и прогиб. Отлично. Опускаем с вами кулаки себе на крестец, чуть ниже поясницы. И на вдохе толкаем таз вперед. На выдохе опускаемся в наклон до параллели с полом. Со вдохом прогибаемся на комфортную амплитуду, с выдохом наклон. Двигаемся также от таза, не от позвоночника. Спина остается в нейтральном прямом положении. Мы заходим в движение именно двигая таз относительно бедренных костей. И с выдохом остаемся в наклоне. Ладони в намасте перед грудью, макушкой тянемся вперед, седалищными костями назад. Фиксируем здесь. Наклон таза. Если спина округлилась, сгибаем ноги в коленях, держим. Отлично, делаем вдох. Разводим с вами стопы носками чуть больше наружу. И с выдохом опускаем таз вниз, опускаем плечи внутрь наших бедер и расталкиваем плечами колени в стороны, ладонями давим друг на друга, а макушкой тянемся вверх, маласана. Если пятки не опустились на пол, можно оставить их на весу или встать именно на кирпичи для йоги, или подложить коврик, любое возвышение, если вдруг пятки на весу, это некомфортно. И мы толкаем грудную клетку и живот вперед, макушкой тянемся вверх и чувствуем работу в наших тазобедренных суставах. И опускаемся отсюда аккуратно на колени и ладони кошка. Ладони под плечами, колени под тазом. Пальцы рук широко расправлены. И руками мы хорошо выталкиваемся от пола. Не висим в лопатках, а все время работаем опорой от пола. На вдохе прогибаемся. И на выдохе округляем спину, округляя лопатки. На вдохе прогиб. Чувствуем, что мы таз задействуем. И на выдохе округляемся. Вдох, прогиб. Выдох, круглая, широкая спина. И продолжаем вместе со своим дыханием. Прислушиваемся к глубине дыхания.
Остаемся в нейтральном положении и вытягиваем отсюда правую ногу в сторону. Я развернусь к вам. Колено левое остается на месте. Правую ногу ставим на стопу и разворачиваем носок вправо. Стопа на одной линии с коленом. Мы делаем вдох и с выдохом сгибаем правую ногу, уходим в выпад на правую. Со вдохом возвращаемся. С выдохом опускаем таз вниз, сгибаем правую ногу. Если вдруг с опорой на колено больно, мы подкладываем под колено сложенный плед или тоненькую подушечку. Можно встать руками на пол, если вдруг теряется баланс, и работать с руками на полу. Даем себе лишние точки опоры. Всегда подстраиваем всю практику под наше состояние и самочувствие именно сегодня. Чувствуем работу в тазобедренных суставах и в правом, и в левом. Отлично. Опускаем ладони снова в кошку, под плечи. И отсюда правой ногой теперь шагаем по диагонали вперед и вправо. Стопа будет на линии с руками, но правее, чем коврик. И мы делаем такое же движение. Здесь вдох и на выдохе выпад вперед. Колено всегда будет смотреть туда же, куда смотрит наша стопа. Тазом на выдохе проваливаемся ниже к полу и стараемся почувствовать всю работу именно в тазобедренных. И выдох. Вместе с дыханием, спокойно, в комфортном для себя темпе. И правой ногой встаем еще левее, уже заходя на коврик, но руки оставляем с внутренней стороны правой стопы. Мы на вдохе выходим в выпад вперед. И на выдохе пробуем правую ногу выпрямить. Не обязательно до конца. Живот сохраняем в контакте с правым бедром. Вдох, выпад вперед, грудную клетку толкаем вперед. Мы стараемся тазом провалиться вниз, почувствовать вытяжение передней поверхности левого бедра. И на выдохе почувствовать вытяжение задней поверхности правой ноги. Вдох и выдох. Вдох, выдох. Со вдохом выходим в выпад на правую ногу и остаемся здесь в статике, проваливаясь тазом еще ниже. Мы можем остаться здесь на ладонях и чуть-чуть ладонями тянуть коврик на себя, чувствуя, как лопатки выталкивают грудную клетку еще больше вперед, а макушка еще больше тянется вверх. И тогда мы удлиним переднюю линию тела и почувствуем, как вытягивается передняя поверхность левого бедра, проваливаясь тазом еще ниже в пол. Дышим здесь. Если чувствуем, что можем уйти глубже, можно попробовать опустить предплечье на коврик с внутренней стороны правой стопы, не отрывая стопу и не уводя правое колено сильно в сторону. Если такое положение недоступно, а на руках уже чувствуется мало вытяжения, и мы хотим пойти поглубже, то можно положить предплечье на кирпичи, на подушку, на какое-то возвышение. Что-то среднее между глубоким вариантом и вариантом на ладонях. И мы чувствуем здесь, как проваливается наш таз все ниже и ниже к полу. Вместе с каждым выдохом мы стараемся расслабить переднюю поверхность левого бедра, расслабить мышцы вокруг тазобедренных суставов, почувствовать работу там. Прикрываем глаза всегда, когда нам это комфортно. Уходим вглубь себя, внутрь своих ощущений. И возвращаемся на ладони. Уводим правое колено назад, кошка. Ставим в кошке стопы на носки. Делаем вдох и с выдохом толкаем таз вверх, собака мордой вниз. Поочередно то правую, то левую пятку опускаем в пол. Чувствуем разницу в ощущениях между правым и левым тазобедренным суставом. И мы на вдохе поднимаем правую ногу вверх, а на выдохе опускаем правое согнутое колено между ладоней в пол. Здесь делаем вдох, на вдохе толкаем грудную клетку вперед. И на выдохе возвращаемся в собаку мордой вниз с поднятой вверх правой ногой. Если такой вариант недоступен, тогда на вдохе мы опускаемся, поза голубя, а на выдохе вытягиваем правую ногу назад в кошке. На вдохе небольшой легкий прогиб, выдох, правая нога вытягивается назад в кошке. Выбираем свой вариант, либо продолжаем здесь вдох и выдох, собака. Вдох, выдох, вдох и выдох. И со вдохом опускаемся,
Правая нога согнута. Заваливаемся на правое бедро и выбираем угол в правом коленном суставе. Вытягиваем голень вперед, насколько нам это доступно. И пробуем дозакрыть таз, опустив левую подвздошную кость чуть ниже. И опускаясь корпусом ниже к правой голени настолько, насколько нам будет комфортно. Мы стараемся на каждом выдохе утяжелять мысленно левую часть таза и представлять, как с каждым выдохом таз все глубже и глубже закрывается, опускается ниже. Как будто мы хотим прижать всю переднюю поверхность левого бедра в пол. И если вдруг ощущения в правой ягодице, в правом тазобедренном суставе слишком интенсивные, то делайте угол в правой ноге, в правом коленном суставе, наоборот, острее. Но следим так, чтобы животу оставалось место, куда опуститься. И дышим здесь. Если вдруг дыхания не хватает, вы чувствуете, что хочется дышать глубже, можно позволять себе дышать ртом. И на вдохе приподнимаемся, ладони в пол, правое колено назад, кошка. Меняем сторону, вытягиваем левую ногу в сторону, я развернусь к вам. Левая стопа будет на одной линии с правым коленом, и носок будет смотреть влево. Мы делаем вдох и на выдохе сгибаем левую ногу, проваливаясь тазом к полу. Вдох, вверх, выдох, выпад. Обращаем внимание на свое правое колено, чтобы ему было комфортно, не терпим боль. Чтобы мы могли вниманием уходить в ту зону, с которой работаем. И если колену опорному больно, все внимание будет стекать туда, и мы не сможем прожить все эти ощущения в нашем тазу, с которым как раз сегодня мы прицельно и хотим поработать. Отлично, возвращаемся в кошку, ладони под плечами. Но теперь левой ногой встаем по диагонали вперед. Стопа встает на линию с руками, но левее, чем коврик. Мы делаем вдох и с выдохом сгибаем снова левую ногу, опуская таз в пол. Вдох и выдох. Подстраивайте все, если хочется руками встать подальше, поближе, пошире, поуже. Все делаем так, как комфортно именно вашему телу. И ставим стопу еще чуть правее. Ладони оставляем с внутренней стороны левой стопы, но левая стопа теперь на коврике. И мы на вдохе сгибаем левую ногу, уходим в выпад вперед, а на выдохе, стараясь не отрывать бедро от живота, пробуем выпрямить левую ногу настолько, насколько доступно. Вдох, выпад, выдох, наклон. Во время беременности не уходим глубоко. Изменение гормонального фона настроено так, что весь наш связочный аппарат становится мягче, связки становятся рыхлыми, поэтому никаких себе не ставим целей, сесть на шпагат, как-то глубоко растянуться. И со вдохом выходим, выпад вперед, и выбираем свой вариант. Либо остаемся здесь на ладонях, либо опускаемся на предплечье. Тазом проваливаемся вниз, макушкой все время тянемся чуть больше вперед, стараемся удлинить всю переднюю линию. И прикрываем глаза. Уходим полностью вниманием в область таза. Сохраняем внимание в той зоне, с которой сейчас работаем. Всегда наблюдаем свой предел, не доходя до него. Глубоко дышим, помогаем своему телу через дыхание проживать все эти ощущения. Этот навык пригодится и во время родов. Выпускаем через дыхание все это напряжение, расслабляем мышцы лица, не копим лишнего напряжения в теле. И со вдохом приподнимаемся снова на ладони, уводим левое колено назад, кошка, ставим стопы на носки, делаем вдох и на выдохе таз вверх, собака мордой вниз.
Выбираем, из какого варианта мы будем делать дальше динамику голубя. Со вдохом поднимаем левую ногу вверх и с выдохом левое согнутое колено опускаем между ладоней в пол. Здесь делаем вдох, тянем чуть на вдохе ладонями пол на себя, толкаем грудную клетку лопатками вперед. И на выдохе либо в собаке мордой вниз, либо в кошке вытягиваем левую ногу назад и вверх. Вдох, прогиб. Выдох, наклон. Вместе с дыханием. И со вдохом опускаемся, заваливаемся чуть больше на левое бедро. Вытягиваем левую голень вперед, в пределе голень параллельно короткому краю коврика, но угол выбираем сами по степени, на которую нас пускает наш левый тазобедренный сустав. Уже здесь пробуем закрыть таз, опустив правую подвздошную кость ниже, как будто хотим прижать переднюю поверхность правого бедра к коврику. Делаем здесь вдох и с выдохом опускаемся в наклон. Опускаемся либо на предплечье, либо остаемся на ладонях, либо можно полностью лечь. Следим, чтобы не зажимался живот, для него оставляем место. И наблюдаем ощущения здесь, прикрываем глаза здесь и дышим. Дышим глубоко, особенно длинно выдыхая. Ощущение позвоночника всегда немного на вытяжение. С каждым выдохом чувствуем, как тяжелеет правая часть таза. Как с каждым выдохом она все больше и больше закрывается вниз. Внешне движения заметно не будет, но внутри вектора мы себе даем и наблюдаем, как меняются ощущения с каждым новым циклом дыхания. Со вдохом приподнимаемся и уводим левое колено назад, кошка. Перекрещиваем в кошке голени, садимся на таз и вытягиваем ноги вперед. Чуть разводим стопы пошире друг от друга. И мы с вами шагаем на седалищных костях, стараясь поясницу не вываливать назад в таком положении. Вперед коврика и назад. Прямо чувствуем, что мы на косточках. Шагаем вперед-назад. Не на копчике. Все время мышцами спины чуть толкаем живот вперед, чтобы сохранить нейтральный прогиб в пояснице. Не перепрогибаем его, сильно таз вперед не наклоняем, но и не округляем назад. И мы собираем стопы, разводим колени пошире, и в таком же положении, не двигая ногами, мы шагаем на седалищных костях вперед к стопам и назад. Хорошо в динамике. Здесь как раз улучшаем все кровообращение в области таза. Подшагиваем тазом ближе к стопам. Ставим ладони за спиной. Ладони помогают нам толкаться. Подсаживаемся тазом как можно ближе к стопам. И в динамике опускаем колени вниз-вверх. Если чувствуем какие-либо неприятные ощущения в области крестца, как будто что-то сжимает, что-то неприятное такое пролетает иногда, то можно сесть подальше от стоп и можно наклониться чуть больше спиной назад и работать в таком формате. И мы опускаем колени вниз и выбираем каждый свой вариант. Если уже здесь чувствуется предельное вытяжение приводящих мышц, чувствуется предельное вращение бедер наружу, то мы остаемся в таком положении в статике, продолжая тянуться макушкой вверх, помогая себе руками толкаться от пола. Если хотим и готовы пойти чуть глубже, то переводим ладони на стопы, делаем вдох, вытягиваем спину и на выдохе опускаемся вниз, начиная опускать живот, не округляя спину, а уходя тазом вперед в наклон. И можно помочь себе локтями опустить наши бедра чуть ниже в пол. Дышим и наблюдаем. Наблюдаем, где наш предел. Не заходим никогда так глубоко,
откуда мозг будет кричать и просить скорее выйти. Будут включаться рефлексы, которые, наоборот, мышцы будут наши сокращать. А нам нужно зайти на такую глубину, где мышцы расслабятся, где нервная система не будет волноваться, позволит мышцам уйти глубже, и нам тогда позволит опуститься еще ниже. И вот так со временем вместе с дыханием мы будем прогрессировать в положениях в асане, не создавая излишний дискомфорт тела. Со вдохом приподнимаемся и помогаем руками себе приподнять колени вместе. Помогаем руками, поскольку мышцам, чтобы сократиться и укоротиться, тоже нужно время и энергия. Выходим всегда аккуратно. Ставим руки за тазом, опускаемся спиной чуть дальше назад, собираем вместе колени и давим коленями друг на друга, включая приводящие мышцы, таким образом их компенсируя. Отлично. Сгибаем с вами правую ногу. Правая пятка пойдет к тазу, а левую стопу ставим влево, носок также смотрит наружу. Мы с вами опускаем колено внутрь, опуская стопу на внутренний край, и опускаем колено наружу, опуская стопу на внешний. И в динамике меняем положение. То работаем над внутренней ротацией левого бедра, то над внешней. Наблюдаем, в какую из сторон ощущений больше. Так можно понять, что у нас больше западает. Левая ягодица может отрываться от пола, но мы стараемся таз слева утяжелять и прижимать ее к полу настолько, насколько возможно. Опускаем колено вперед и пробуем здесь левую ягодицу как будто прижать к полу. Чувствуем все ощущения там. И уводим колено чуть назад, опуская голень в пол. У нас такой прямой угол между бедром и голенью. И правую голень также уводим чуть больше вперед. На вдохе поднимаем правую руку вверх и на выдохе наклоняемся влево. Со вдохом левая рука в потолок, выдох, наклон вправо. И продолжаем в динамике. Вдох, выдох, вдох, выдох. Наблюдаем и ощущения в области таза, и ощущения вытяжения правого-левого бока. Со вдохом поднимаемся, с выдохом руки вниз, меняем сторону. Левую ногу сгибаем вперед, а правую ставим на стопу, носок смотрит вправо. И мы в динамике работаем правым коленом вместе со стопой. Опускаем колено вниз, смещая стопу на внутренний край и назад на внешний. Стараемся сохранить таз на полу, насколько это возможно, но правая ягодица, конечно, скорее всего, от пола оторвется. Если тяжелее опускать колено вперед, значит, у нас сложнее идет внутренняя ротация. А если сложнее опускать колено назад, значит, сложнее идет внешняя ротация в области тазобедренного. Опускаем правое колено вперед и вниз и пробуем здесь загрузить весом правую часть таза, как будто вот-вот прям встанет она на пол. Наблюдаем эти ощущения. И опускаем полностью бедро и голень в пол, уводя чуть больше ногу назад, а левую голень, наоборот, чуть больше вперед. На вдохе левая рука вверх, на выдохе наклон вправо. И со вдохом правая вверх, выдох, наклон влево. Внимание все время сохраняем внутри тела. Хоть и с беременностью осознанность тоже немного пропадает, все внимание уходит на малыша. Отлично. Со вдохом встаем, с выдохом правая рука вниз. И мы отсюда с вами переходим в лягушку.
разводя оба колена максимально в стороны настолько, насколько нам это доступно. Между голенью и бедром прямой угол, и между стопой и голенью также прямой угол. Разводим колени, остаемся либо на ладонях, либо опускаемся на предплечье, если нам это доступно. И здесь вращаем с вами тазом, как делали это в начале. Наклоняем таз вперед и назад. Вперед и назад. В таком положении ног и бедер это движение ощущается уже совсем иначе. Отлично. И наклоняем таз вперед, поясница будет в таком прогибе. И здесь на вдохе мы тянемся макушкой вперед, а на выдохе седалищными костями назад до своего предела. Вдох вперед, выдох назад. Вдох, выдох. И с выдохом уводим таз назад, насколько нам это доступно, и фиксируем здесь статику. Наблюдаем всю эту гамму ощущений, проживаем ее и стараемся ее продышать. Отлично. Чуть уводим таз вперед, чтобы снять это предельное положение. Возвращаемся на ладони, собираем вместе стопы и опускаем таз на пятки. Собираем вместе колени, приподнимаем таз и разводим стопы пошире друг от друга. Колени сохраняем вместе и начинаем плавно, мягко опускаться тазом между стоп. В тот момент, когда мы почувствуем какое-либо натяжение или напряжение в коленных суставах, в этот момент нам нужно подняться чуть выше, где этого натяжения нет, подложить под таз подушку или кирпичи для йоги и сесть на них. Если получилось опустить таз без дискомфортного ощущения в коленях, то мы садимся полностью, опускаем ладони себе на бедра в любом из положений и прикрываем глаза. И стараемся здесь поделать такие же движения тазом. Наклонить таз вперед и увести назад. Наклонить вперед и назад. Движения могут быть совсем малоамплитудными, возможно, даже внешне совсем незаметными. Но внутри мы эту работу осознаем и чувствуем. Отлично, останавливаемся. Аккуратно с опорой на руки приподнимаем таз, перекрещиваем голени и садимся в удобное положение со скрещенными ногами и прямой спиной. Опускаем ладони себе на бедра, делаем вдох и с выдохом прикрываем глаза. Уходим вниманием внутрь, благодарим себя за эту практику, наблюдаем ощущения внутри всего тела, наблюдаем ощущения в области тазобедренных суставов, в области таза. Чувствуем это тепло внутри и благодарим свое тело за то волшебство, на которое оно способно, за новую жизнь внутри нас. Прислушиваемся, как откликается малышу наша практика, и благодарим за это занятие и его. Делаем поглубже вдох и с выдохом открываем глаза. Мы закончили нашу практику. Я благодарю вас за то, что вы выбрали мое видео, за ваше доверие, за ваше внимание и за ваше время. Я желаю вам прекрасного самочувствия и легкой беременности. До встречи в новых видео и пока-пока.